Доброго времени суток всем, дорогие друзья! У нас на ремонте iPhone 16, вот такой вот красивенький цвет у него. Пришел, заявленной неисправности, не заряжается, не включается. Соответственно, мы берем зарядку, вставляем, проверяем. Соответственно, у нас ничего не происходит. Ну, будем разбирать, смотреть. Будем использовать вот такую штуку, приблуду. И будем дуть феном и потихоньку открывать ее. Ну так, мы его скрываем. Потом берем специальную приблуду нашу. Защищаем камеру. И разбираем его вот в такие вот лоточки, чтобы ни один винтик, ничего у нас не потерялось. Итак, для диагностики подключаем его к блоку питания и будем смотреть, что он нам покажет. Подключаем, подаем питание и видим, что у нас есть потребление по первичке. Соответственно, учитывая из опыта Remoto 16 серии, скорее всего, здесь не исправлена микросхема контроллера заряда. Поэтому будем вытаскивать плату и дальше смотреть. Так, достали плату. Теперь, чтобы проверить, еще раз убедиться, подключаем еще раз к блоку питания, уже без шлифов, без всего. Подключили, включаем блок питания и также видим, что у нас есть потребление 23 мА по первичке. Будем распаивать плату. Перед распайкой, естественно, мы должны снять все майларовые проклейки, все наклеечки вот эти вот, чтобы они не поплавились и чтобы можно было их потом обратно красиво все наклеить. Для этого чуть-чуть разогреем плату на сепараторе и отклеим их. Так, ну все, плата у нас разогрелась. Теперь отклеиваем наши майларовые наклеечки аккуратненько. Не повредить их, не повредить ничего вокруг. Если вам вдруг показалось, что у меня трясутся руки, это вам не показалось. И да, я не алкоголик. Так, все наклеечки сняли. Теперь будем распаивать плату пополам. Будем использовать вот такую вот приблуду. Преднагреватель в простонародье. Выбираем у нас и температуру. И тут разогреваем. Так, используем такую специальненькую отверточку, чтобы было проще и удобнее поднимать плату. Потом аккуратненько лопаточкой подлазим везде, проходимся. Чтобы не повредить никакие пятаки, элементы. И аккуратненько вот так вот. Вот так вот разъединяем плат. Выключаем нашего товарища. Вытаскиваем плату.
микросхему и забираем его в сторонку пока. Так, проверяем, все ли у нас хорошо, все ли у нас на месте. Визуально к плате никаких вопросов нет, все заводское, все как полагается. Вот это у нас процессорная плата, здесь у нас сам процессор, флеш-память, а это у нас, скажем так, радиочасть. То есть вторая часть платы, она по большей части отвечает за сеть и все, что с ней связано. Сама микросхема Wi-Fi у нас находится на нижней плате. Вот она. Это микросхема флеш-память. Вот это микросхема флеш-памяти, это микросхема Wi-Fi. Это, соответственно, процессор, главный контроллер питания. Наш виновник, скорее всего, это вот эта вот микросхема. Она, скорее всего, будет в потреблении. Сейчас мы это наглядно продемонстрируем. Но для начала уберем старую термопасту. Делать мы будем это специально придуманными кем-то палочками для маникюра. Аккуратненько вот это все добро собираем. Вот так вот свинячим на стол это все. А потом легким движением руки это все собираем. Итак, чтобы убедиться, мы воспользуемся теплокамерой. Соответственно, мы подаем питание, инициализируя подключение КБ, и тем самым будем смотреть, что у нас греется. И как вы можете заметить, у нас правый верхний угол микросхемы начинает греться. Пульсацию вот видите. Вот. Соответственно, это говорит о том, что микросхема неисправна, и вот она как раз таки потребляет вот эти 20 миллиампер, которые у нас были изначально. Будем ее менять. Итак, вот она наша микросхема, и начинаем ее снимать. Теперь оплеткой все это дело собираем. Вытираем это все дело, что мы тут нагадили, так сказать. Вот она, новая микросхема. Вот в таких вот у нас zip-пакетах идет. Соответственно, сейчас мы ее и будем ставить. Также их можно приобрести в нашем сервисе. Берем саму микросхему. Так, нам нужно теперь зачистить заводской припой, дабы потом накатать заново уже на нашу пасту. Так, наносим пасту и феном накатываем новые шары. Все, наши шарики сформировались. Чуть-чуть выравниваем. И все. Смотрим, чтобы у нас все было ровненько. Все, микросхема готова к накатке на нашу плату. Добавляем немного флюса. Центруем нашу микросхему. Плюс-минус выровняли. Дальше она сядет сама.
Ну, схема зашевелилась. Чуть-чуть ее подталкиваем. Все готово. Остужаем чуть-чуть плату. Так, это все мы флюс уберем. Сейчас нам самое главное проверить, осталось ли у нас потребление и включается ли аппарат теперь. Для этого нам понадобится подключить его напрямую в блок питания. Итак, мы подключаем плату напрямую к блоку питания, чтобы проверить, осталось ли у нас потребление, и если нет, включается ли у нас телефон или нет. Для этого мы запустим его именно нашу основную плату, где у нас процессор. Сейчас мы подаем питание. Потребление у нас ушло. Это хорошо. Теперь мы что делаем? Теперь мы включаем телефон. Теперь мы запускаем аппарат. Вот у нас начинает подниматься потребление. Соответственно, аппарат запускается. Ждем еще какое-то время. Ну вот примерно сейчас он уже включился. То есть все, ремонт мы произвели. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно зачистить обе платы. Типой наш старый заводской. Конкретно вот эту часть. Вот эту всю нам нужно зачистить от заводского припоя. И то же самое мы должны будем сделать на нашей второй плате. Сейчас наносим флюс на наш так называемый забор. Это вот мы называем так вот окантовку вокруг платы. Теперь мы разбавляем заводской припой, чтобы было удобно его потом зачищать. Делаем это очень аккуратно, потому что рядом много мелких элементов, которые, ну, желательно не снести. Так, все, мы все пролудили. Теперь оплеткой будем собирать это все. Вот у нас остался последний поворот. И, соответственно, будем приступать уже ко второй плате. Зачищать ее будем. Все. Вот такая вот у нас получилась плата. Теперь приступаем ко второй. Ну, процедура точно такая же. Сначала мы наносим флюс. Потом разбавляем все это припоем. И собираем также оплетку. Так, все зачистили. Теперь также будем вымывать плату. Как это мы делали с предыдущей. Берем новую салфетку. И вычищаем все. И заодно почистим то место, где мы поели. Теперь смотрим, как у нас тут обстоят дела. Все хорошо у нас тут. Так, теперь берем сокет и будем на сокете подкидывать, чтобы окончательно убедиться, что у нас все заработало. Сокет — это вот такая вот у нас приблуда, которая соединяет платы между собой, не спаивая их. Это очень удобно для проверки и для тестов. Вот так вот мы это дело все фиксируем. Потом берем блок питания, подключаем. Также подключаем дисплей, который вы тоже можете купить у нас на любой вкус и цвет. Все в наличии есть. Так что обращайтесь, все сделаем, все найдем. Подаем питание, смотрим, что потребления также у нас нет. И запускаем аппарат. Все, вот у нас появилось яблоко. И аппарат начинает включаться. Это на наше яблоко. Как мы видим, телефон сброшенный. Сенсор все работает у нас. Ну, в целом, на этом этапе мы довольны. Дальше мы спаяем, активируем его и проверим уже полностью все функции. Так, берем вот такую вот у нас приблуду.
для накатки половин. Соответственно, вот сама плата, вот сам трафарет. Будем с помощью него накатывать новые шары на наш так называемый забор. Выравниваем, чтобы все было ровненько, красивенько. И наносим пасту. Теперь протираем трафарет, чтобы убрать лишнюю пасту. И аккуратно поднимаем его. Далее смотрим, что он у нас тут получил. Все ровненько, все. Нигде ничего не размазалось. Дальше. Мы берем наш преднагреватель, на котором мы распаивали плату. И аккуратненько помещаем его сюда. Включаем и ждем, пока наша паста начнет плавиться. Ну вот он, начал паста формировать наши шарики. Можно выключать. Шарики здесь сформировались, пасты нигде лишней нет. Все равномерно. Можно вытащить плату, чтобы она быстрее остыла. И преднагреватель пока убираем в сторону, он нам еще пригодится. Смотрим более детально, чтобы у нас не было эксцессов, чтобы все везде было ровно. Ну вот примерно вот так оно все выглядит. Теперь берем наш прекрасный преднагреватель и наносим флюс везде равномерно. Берем нашу вторую часть платы, кладем сверху аккуратно, выравниваем. Все выровняли и включаем нагреватель. Так, когда температура уже подходит к заданной, мы проверяем, как у нас обстоят дела со спайкой платы. Потому что припой уже начал плавиться, и плата потихонечку начинает садиться на свою контактную площадку. Для того, чтобы наверняка убедиться, села она или нет, легким движением пошатываем верхнюю вот эту вот часть. Если она как желе плавает, соответственно, значит у нас все пятаки досели. Все, можно выключать. Вытираем остатки флюса, которые у нас образовались после спайки плат. Теперь визуально посмотрим, все ли у нас спаялось, нет ли где-нибудь зазоров больших или наоборот.
Тут все спаем. Отлично. Здесь тоже все хорошо. Все, спаяли плату, за кадром проверили ее также на включение. Ну, из-за того, что он на активации без шлифов, мы проверить все не можем. Поэтому сейчас обратно наклеиваем наши наклейки майларовые, вставляем в корпус и уже полностью все функции проверяем уже на активированном устройстве. Так, ну, телефон мы собрали. Теперь будем проверять его уже полностью. Подключаем зарядку. Ждем заветную индикацию. Индикация появляется. Все, теперь ждем, пока он включится. Вот все, телефон включился у нас. К Wi-Fi подключен. Заходим в настройки. Ошибок никаких нет. Серийные номера все на месте. Прошивка модема есть. Мы показывает. 115 не позвонит, к сожалению. Ну, сим-карту вставим, потом проверим. Все основные функции работают. Фонарик работает. Камера тоже работает. Все, ремонт завершен. Осталось единственное, что нам снять старую проклейку с корпуса и, соответственно, с самой крышки. Все зачистить, наклеить новую проклейку и запаковать его как родного. И все. И получается, iPhone 16 не включался, не заряжался. Заменили контроллер заряда. И все у нас завелось. Так что обращайтесь за профессиональным ремонтом в Моби-сервис. Также у нас есть обучение, пайки, переклейки. Есть магазин Forward, магазин запчастей, наш сайт именно сервиса. Так что заходите по ссылкам в описании, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Йоу!